Итак, продолжим. Уже несколько дней живем мы в городе Петрила. Илюха тут себя вообще чувствует как дома. Да и мы уже научились пользоваться всякими хитрыми предметами румынской кухни. Ну и естественно продолжаем, пока мы здесь, осматривать местные достопримечательности. Сейчас наш путь лежит в местность, которая называется Хунедоара. По дороге туда мы решили остановиться перекусить в городе со смешным названием Пуй. Ну и все, как я люблю. Когда едешь в какое-нибудь село, останавливаешься прямо на дороге для того, чтобы поесть. И тут вот такая вот машинка интересная. Тут написано фастфуд лангоши. Мы еще не знаем, что такое лангоши, но сейчас будем брать. Заказали лангоши с брынзой и плесковица. Тоже какой-то. Мы знаем, что такое лангоши. Откуда это вы пирожки, знаете? потому что мы вчера увидели в супермаркете, не в супермаркете, тоже такой ларечек, там было написано лангоши, и людям давали пирожки. Поэтому мы надеемся, что это все-таки пирожки. В общем, с нас не захотели взять деньги, потому что узнали, что мы из Украины. Эти вот женщины прекрасные просто нам подарили всю еду. Thank you very much. Вот этот вот человек дал мне вот такой вот презент. Это водка. Романи. Романи водка. Чтоб помянуть Путина. Итак, приехали лангоши. На вид это как чебурек. Пахнет не как чебурек. Пахнет дрожжевым тестом. Вкусно пахнет. Но горячий, пока есть не буду. Подошла плесковица. Это, короче, вот такой вот здоровый, как моя голова, гамбургер. С котлетой. Не знаю, с чем-то оранжевым. Ну, салат, вот это, не знаю, что такое, красный или перец, Соус, или наверное, какой-то соус. Пахнет классно. И это все поджаренное. Очередное место, которое надо было бы попасть в городе, которое я не выговорю, Хундавара или что-то в этом роде. В общем, тут есть замок Корвинов. Выглядит он, ну прям скажу, как из сказки. Замок Корвинов – это старинный фамильный замок XIV века. За время своего существования он сменил 22 владельца, каждый из которых считал своим долгом расширить немножко парк и достроить хотя бы одну башню. И поэтому замок смешал в себе множество архитектурных стилей, начиная от готики и заканчивая Ренессансом. Внутрь мы не пошли, ориентируясь на отзывы, в которых говорили, что кто был в замке Пелеш, здесь будет скучать. Во дворе перед замком нашлась даже гильотина. В Хунедоаре я обратил внимание на вот эти потрясающие дома, как мне показалось, в японском стиле. Таких больше я в Румынии не видел нигде. И сам себе нарисовал в голове какую-то японскую историю. Но потом я загуглил, и все оказалось более чем банально. Вот что я нашел в гугле. Для тех, кто не читает по-английски, переведу. Здесь написано «Типичный дом цыган». Тут мы едем еще в одно интересное место, и обратите внимание, как выглядит в Румынии обычная лесная дорога. Очередной эксклюзивчик из Румынии. Здесь есть небольшой зоосад, в котором живут настоящие бизоны. Будем пробовать их смотреть. Вот, куплены были билетики вот такие стильные. 10 лей стоят. Идти к бизонам нужно порядка 800 метров через лес. Тут очень тихо, поют птички. И вот эта вот прекрасная новенькая дорога, по которой нам ехать не разрешили. Сказали, идите пешком. Вот так вот. Ну, в общем, выглядит это так. Огромный полигон с загородками. И вон там мы уже видим 4 представителя лежит. Сейчас идем к ним ближе. Внимание. А вот они. Я их никогда не видел вживую. Говорю тихо, чтобы не спугнуть. Они прям большие. Это вот маленький зубрик. Ну, так как камера все время уменьшает, я могу сообщить, что они реально большие. То есть длина их тела от 2 до 2,5 метров, а весили эти экземплярчики около 700 килограмм.
В этой резервации живет 7 бизонов, и они продолжают размножаться. Тут для этого созданы все условия. А этот красивенный перевал мы заметили еще когда только ехали в Петрил. И поэтому, когда 1,5 суток в Петриле шел снег, мы сюда вернулись. А интересовал нас здесь самый высокогорный горнолыжный курорт Румынии – Альпина. И вот таким вот солнцем встречает нас горнолыжный курорт Альпина. В этом регионе в Румынии есть 3 курорта, но Трансальпина среди них самый горячо любимый румынами. От Петрилы сюда надо было ехать 25 километров, но это были 25 километров потрясающей красивой дороги. А вот такого еще не видел нигде. Пересадка на гондолах с одной и вот тут же сразу на другую. Ну, поехали, значит. Мы на вершине второй гондолы. Тут просто шиза как круто. Как-то так интересно получилось. Я был в Брашове, мне очень понравилось. В Синае я был, мне понравилось еще больше, чем в Брашове. А здесь мне понравилось еще больше, чем в Синае. Здесь было все, что нужно. Просто нереальные поля для катания. Лес с возможностью катания в нем. Ширина горок такая большая, что кажется, что людей здесь практически нету. Огромная пропускная способность подъемников не создает очереди внизу на посадке. Подъемников здесь немного. На курорте существует 2 гондольных подъемника, 1 кресельный подъемник и 2 бугельных подъемника. Но при этом всем фрирайдная зона расширяет ореол катания просто до небес. Мы съехали к низу кресла. Это такой, как бы, наверное, вторая зона катания. Людей тут почти нету. Точнее, на трассе вообще никого не было. Да, красиво, да, все. Но тут даже не особо ратрачено. Снег очень мягкий. Видать, его было много, а укатывает его редко. Едем на креселке вверх. Что можно сказать? Здесь вот, здесь просто поля. Просто фрирайдные поля. Но есть нюанс. Уклоны не очень большие. И поэтому снег очень мягкий, проваливается. Ехать очень тяжело. А вон видно такой прям как котел. По нему съезжают. Уклон там хороший. И заезд прямо в лес. Пользуясь случаями свежевыпавшим снегом, Вику мы тоже приобщили к внетрассовому фрирайдному катанию. Она, конечно, пищала, что ей страшно, но по итогу сказала, что ей понравилось. Вот такие вот, наверное, чисто румынские соревнования тут проводят. Winter Bike and Run. То есть поездки на велосипедах по горкам снежным. С первой гондолы есть возможность пересесть либо на вторую гондолу, либо вот для особых любителей есть вот еще 2 бугеля. Теперь о ценах. Цены здесь, как и во всей Румынии, дешевле, чем в Украине. Однодневный скипас обойдется здесь в 22 евро. Так же, как и везде, есть система поинтов, которой мы воспользовались в этот день для того, чтобы покататься. А еще после 15 марта действует скидка на скипас 50% в будние дни. Этим мы тоже и воспользовались. С учетом данной скидки сегодняшнее катание обошлось нам приблизительно в 350 гривен с человека. А вот и лесок. Лесное катание — это вообще отдельное направление сноубординга. В этом регионе оно довольно-таки обширное. Единственное, что мой уровень катания немножко пока слабоват для полноценного катания по лесу. Сижу я здесь, прям на горке, потому что здесь вид, которого раньше я не видел. Замерзшее озеро. Бомба. Так вот, были в горах, заехали по дороге, короче, в село, и там прямо вот со столиков продают всякую ерунду самодельную. И продают паленку. Самогон местный. Дали попробовать. На вкус приятный. 60 градусов, сказали, крепость. Будем тестировать. С оператором. Ага, ну буду пробовать. Пахнет хорошо. Чем-то чачу напоминает грузинскую по вкусу. Сегодня мы приехали
Еще один румынский курорт. Он называется Стража. Находится в селе со смешным названием Лупени. Ну, приехали мы не кататься, а так погулять, посмотреть. Погода хорошая, солнце. Вот здесь платная парковка. В Румынии вообще, я же говорю, все, что касается парковки, все везде платное. Так вот, для того, чтобы на территории курорта поставить машину, обойдется 4 лея в час, либо 35 лей в день. Можно вот по дороге на курорт зайти прямо в лесок. Есть тропинка, елки вокруг. Сюда выходят вот балконы из отеля. Так, ну мы здесь в центре. Тут вот приходит гондола. Гондола, кстати, очень удобная. Она везет прямо с города. Если нет машины, нет возможности сюда подняться, прямо с города садишься, и она привозит тебя в центр курорта. А дальше уже пересадка на все основные подъемники. То есть вот, сзади меня она приходит как бы в эту точку. Итак, что я могу сказать о курорте Стража? Во-первых, он находится всего в 7 километрах от главного проспекта города Лупени. Неимоверно удобно. Во-вторых, здесь находится самый длинный гондольный подъемник из тех, что я видел. 2 с лишним километра. Почему я всегда на это обращаю внимание, на все гондольные подъемники? Да потому что в большой Украине с такими же Карпатами нет, ну просто ни одного. Так, ну и из такого будем говорить неприятного. Вот сейчас мы дошли как бы до основного места, где кассы, и посадка на основные подъемники пошла. Так вот, от парковки, за которую ты заплатил 35 лей, что в нашей ситуации это где-то 250 гривен, ты шел сюда, еще должен идти с лыжами и совсем, ну, наверное, метров 600-700. Это вообще как-то не по-божески. Я, конечно, не смотрел тут цены, но те, кто здесь живет, таки да, получают, конечно, вид. И воздух такой чистый, аж кристальный. Тут вот есть место. Очень интересно, трасса выходит прямо из лесу. То есть люди катаются в лесу по подготовленной трассе. Вот, едут. А этот комплекс отелей стоит в самой глуши, на самом конце дороги, которая, наверное, идет, ну, от основной парковки, наверное, километра 2,5-3, как мне показалось. Они тут единственные, и тут есть отдельный подъемничек. Ну а про себя я отметил, что если бы я жил на этом курорте, хотел бы жить именно здесь. Потому что именно вот здесь, в конце курорта, и было так все хорошо, по-домашнему. Нет много людей, нету какой-то громкой музыки и красивейшие горы. Прямо от этого уровня отелей идет свой подъемник на гору. Дальше идет развязка. И несмотря на близость к городу, цена на скипас на этом курорте приблизительно 25 евро. В 3 километрах от города Петрила, там где мы живем, его, так сказать, районный центр, город Петрошаны. Такой не очень мелкий, но тоже нам нравится. Вокруг горы. Национальный парк, если видно будет сейчас. Вот такая стильная церковь здесь. И вот постамент Святой Варваре, которая по-английски написано Санта-Барбара. А это центральная пешеходная улица в Петрошанах. Сегодня воскресенье. И что я могу отметить из особенностей Румынии, то, что мы уже увидели в городе Галац, в воскресенье никто не работает. То есть все магазины закрыты. Также в Румынии весьма развито вот такой вот вид кейтеринга, будем говорить. То есть столики отдельно в сферах. Утром следующего дня мы отправились в национальный парк Дефиул Джуйлуй, если я правильно читаю. А остановились мы тут не просто, чтобы полюбоваться вот этими горами, потому что прямо возле дороги расположен водопад, который называется Скада Мурга.
Отметок о посещении этого водопада у меня не было. Мы его просто обнаружили на дороге по количеству машин и людей, которые фотографировались и набирали в нем воду. Также вот остановились, пробиты туристические маршруты. Вот как бы его данные. Тут вот начало. И маркировки на деревьях. То есть вообще все как-то по-цивильному, по-культурному. Вон мои туристы уже решили пройтись повыше посмотреть. Тут же прямо в горах располагался огромный монастырь. Если я не ошибаюсь, назывался он Лани. К этому моменту просто мне уже достаточно надоели румынские церкви, поэтому я уже не запоминал названий. Гораздо больше меня интересовали пейзажи вокруг этих горных церквей. Это старый автомобильный мост сейчас. С двух сторон закрыт блоками въезд к нему. Но пешочком можно пройти. И вот как раз о том, чем я говорил, ради того, чтобы увидеть вот эту прекрасную горную реку и вот эти вот горы, можно было и съездить в этот скучный монастырь. Река, кстати, называется Джиу. После прогулки мы отправились домой, потому что завтра нас ждал очередной переломный момент в нашей жизни. Но об этом я расскажу в следующей части.